Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп. События до конца 2023 года. Второе полугодие 2023 года. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Конечно, мы будем реалистами. Любой прогноз лишь прогноз. Но если соединить с вашими делами или то, что вы планируете себе, наверное, с тем статусом или обстоятельствами, в которых вы сейчас находитесь, и плюс интуицию подключить, образы карт, короче говоря, все вместе, все равно какой-то инсайт вы получите. Ну или мы с вами, я надеюсь, проведем приятное время. Вот давайте посмотрим, что думают карты. И я сегодня решила 5 колод использовать. Пусть это будет совершенно разная энергетика по разным вопросам. И любопытно, что же нам расскажут карты. И первое, это у нас будет классическая колода Таро. Мы зададим вопрос, что будет для вас важно, мои дорогие козероги, в оставшийся период 2023 года. Чем вы будете, может быть, либо заниматься, либо чему больше будете уделять внимание, что для вас наиболее актуальным будет. Или, по мнению карт, может быть, на что обратить внимание следует. Какова для вас вторая половина 2023 года? 5 минут до старта. Либо тут какой-то проект, у кого-то из вас переезд. Вообще 3 жезла. Это уже какая-то наша прочная позиция. Мы в чем-то уже убеждены, уверены. Мы уже где-то по этой карте назад не поворачиваем. Тут уже полный вперед. И просто как бы... знаете, это последняя заминка, может быть, или последний какой-то штрих мы можем, ну, условно, в нашей жизни завершать, последний аккорд сыграть перед тем, как отправиться в будущее. Но это так иносказательно. А у кого-то ведь и конкретно заниматься мне определенным делом или нет, или у меня уже есть какое-то новое направление. Буду я переезжать или нет, буду я осуществлять какое-то дело или нет. Но вообще это карта вдохновения, когда нам именно этим делом хочется заниматься. Значит, что-то у вас такое будет, что, знаете, вот, ну, цепляет, вот, может быть, вас до души, и очень хочется осуществить. Интересно, хорошо. Ну, у каждого, понятно, свои какие-то задумки. А давайте мы достанем, чего не избежать, или неожиданности. Ну, значит, у кого-то это будет, правда, уход от каких-то разочарований. Для кого-то из вас, мои дорогие козероги, новый какой-то проект закроет какие-то минусы в вашей личной жизни. Так бывает, когда мы переключаем свое внимание, ну, не получилось, ну, не срослось. Но по тройке мечей это уже отгорело, отболело. Уже мы перевели какие-то эмоции в ситуацию, и нас уже это больше не ранит. И, может быть, как раз уход от какого-то минуса словно вам помогает какое-то новое дело с новым вдохновением, с новым интересом к жизни. Вы, ну, это само по себе, вот эти 2 карты, как возрождение, тем более это 2 тройки, понимаете? Вот мы уходим от чего? И, по сути дела, мы переключаем сферу наших интересов, если какое-то время мы могли, ну, где-то вот так застрять в каких-то мрачных мыслях или в минусовых эмоциях, гонять по кругу одну и ту же мысль и никак не могли прийти к какому-то знаменателю. А здесь нас словно, знаете, может быть, пространство, может быть, это связано с какой-то новостью или предложением, или ваш собственный инсайт. Когда мы говорим себе, да хватит, надоело, сколько можно одно и то же, ничего не происходит, если я без конца думаю об одном и том же, или приходит понимание, что это не имеет смысла, потому что надо оставить это в прошлом, и я иду вперед, вот от этого самого прошлого вы уходите совершенно каким-то новым берегам. Вот повторюсь, это совершенно другое состояние души. Это когда из какого-то минуса, из каких-то разочарований мы с оптимизмом как раз смотрим в будущее. Сама карта по себе это уже говорит. Мы как будто к прошлому, мои дорогие козероги, уже повернулись спиной. Все, гештальт закрыт. Интересно, у каждого своя какая-то ситуация. И из разочарования у нас уже сильная позиция. Вот, видимо, вы что-то такое прочувствуете во вторую половину года. Ну и правда, тут надо сказать, и по ретроградной Венере же у нас тоже как будто нам о себе люди могут напомнить, с которыми раньше, может быть, и минус какой был, или в отношениях, или по работе, с какими-то коллегами, или еще что-то. Вот здесь мы
пересматриваем не для того, чтобы что-то удержать. Вот за период ретроградной Венеры, который у нас начинается с 23 июля и будет до 3 сентября. Но и потом-то тоже там по Венере несколько соединений с разными планетами, когда мы словно кинопленку прокручиваем назад, ну, так условно говоря, и анализируем, и причем это делаем без какого-то душевного надрыва. Мы просто понимаем, время пришло в чем-то поставить точку. Все, и мы идем дальше. Давайте мы узнаем на колоде Золоченого Таро события до конца года. До конца 2023 года. Какие будут для вас, мои дорогие козероги, события. И первая карта — новое событие. Что придет на ваш порог? Может быть, новое. Что принесет вам вторая половина года, второе полугодие? Что это будет? Завершение чего-то. Полностью. Трансформация ваша. Видимо, могут измениться ваши взгляды. Как-то вы вообще сами развернетесь на 180 градусов. У кого-то это в деловой сфере проиграется, у кого-то на самом деле переезд проиграется. И там на Новом берегу это как будто будут у кого-то и новый язык, а у кого-то новые возможности. Какое-то время нам придется рассчитывать самим на себя. И часто, когда выпадает, я надеюсь, все правильно понимают про эту трансформацию, 13-й аркан, я сравниваю с зернышком. Мы садим зернышко в землю. И первое, что происходит, отмирает оболочка. Вот этот твердый панцирь, который долгое время сохранял. Вот этот малюсенький росток, который внутри, от невзгод, от каких-то разочарований, да, ну я уже так иносказательно, то есть нам служило какой-то защитой. Но приходит время, когда это должно быть разрушено, потому что росток должен пробиться к свету, так и мы должны пробиться к солнышку. Поэтому не держим ничего старое, не цепляемся. И вот происходит эта трансформация. Или мы можем столкнуться, может быть, с обстоятельствами, которые вокруг вас тоже меняются, и они вторично заставляют словно вас измениться. И вот в этот период, пока мы с чем-то окончательно определимся, пока какая-то ситуация для нас прояснится, какой-то путь мы должны проделать словно одни. Это наша личная трансформация, но на нас будут влиять именно какие-то обстоятельства извне. Интересно. Но прошлое заканчивается, а вместе с ним уходит и разочарование. Какие-то обиды, недопонимания, у кого-то предательство. У кого-то сложные еще ситуации. Не время для прошлого, я бы сказала. Оно, все, его нет. У вас момент перехода будет уже вторая половина 2023 года. Давайте мы тогда спросим. Хорошо, новые события. Давайте еще одну карту достану. Ну вот на смену приходит радость, на смену приходит вдохновение. Какие-то, может быть, ну пусть не для всех, но для кого-то точно новые отношения. И с каким-то другим совершенно интересом. Другие краски, мои дорогие, жизни. Посмотрите. И главное, это когда нам хочется жить, когда нам хочется творить, когда нам хочется следовать за своей мечтой. У кого-то это, может быть, конечно, проигрывается как дела ваших детей, вы участвуете в их судьбе, но значит к вам придет вдохновение, может быть, через детей, когда вы будете и рады их успехам, будете, ну, наверное, тоже где-то как на седьмом небе, да, от счастья, ну, правда, что-то такое у них получится, что вас тогда вдохновит. У кого-то ведь и так проиграется, но для большинства это для вас новые возможности, совершенно с другим состоянием души. Уйти и забыть, и закрыть за собой дверь, и больше не вспоминать о какой-то прошлой ситуации, потому что, во-первых, мы тут даже опыт какой-то не применим. Дальше будет что-то отстраиваться совершенно в другом ключе, и нам об этом 13-й аркан как раз и говорит. Поэтому не время держаться за старое. И давайте мы достанем еще карту, что нам запомнится во второй половине до конца 2023 года. Вы, маги и волшебники, тут полная трансформация. Вот смотрите, мои дорогие козероги, ну вот уже есть вдохновение, да, тройка жезлов. Мы уже как будто интуитивно знаем наше предназначение или что для нас интересно. Ведь тут ведь интерес, вдохновение, повторяюсь, я это говорила. И это нам дает возможность уйти вот из каких-то переживаний, разочарований.
Мы проходим эту трансформацию, но в итоге вот какое-то либо предложение, или это наше собственное видение будущего, или когда нам надоело страдать, мои дорогие, у кого-то проиграется и так. Это нас сделает несоизмеримо сильнее. Карта мага. Нет ничего невозможного. Вот что запомнится? Вот этот самый переход, вот эта самая трансформация от какого-то прежнего я, который, может быть, действовал как-то по-другому, позволял себе быть наивным, у кого-то это может проиграться, или позволял себе, ну, может быть, и закрывать глаза на какие-то очевидные факты. Не хотел, может быть, думать о том, что меня могут обмануть, может быть, ведь тут у каждого своя какая-то эта тройка мечей. И здесь мы это все проходим, окончательно оставляем в прошлом, и мы несоизмеримо становимся не то что даже сильными, а мы в других энергиях, как у мага. Это ведь великий манипулятор. Это тот, который умеет любую ситуацию обернуть себе. Он ставит перед собой задачу, и если один метод не работает, он обязательно найдет другой, и он решит любой вопрос, он разгадает любую загадку. У него есть все возможности осуществить, ну, практически на 100% все желания своей жизни. Вот вам запомнится таким переходом. Здорово. Мои дорогие козероги, давайте мы узнаем, кому как поворачиваются нам карты, да, рассказывают целую летопись для вас. Да, тут такой, если в таких энергиях вторая половина года проходит, есть о чем вспомнить. Может быть, есть то, что минус, но главное, что когда это преодолел, я совершенно уже в другом статусе. Давайте спросим, что помогает нам до конца 2023 года или во второй половине. Хотя с картой мага вы сами себе помогаете. Это правда. И тем не менее, может быть, будет какой-то вдохновляющий фактор. Деньги будут. Уверенность к нам приходит. Это то, что нас делает, безусловно, сильнее. Но есть еще эта карта эгоиста. Отчасти, когда мы какую-то свою мечту можем реализовать. У нас будет что-то получаться, и это будет вдохновлять и, знаете, придавать силы, уверенности в себе. Вот если была какая-то неопределенность, или тысяча этих неопределенностей, или было какое-то ожидание, а здесь уже есть какая-то конкретика, я вижу, какой метод работает, какой нет. Вот этот маг как раз. И по девятке кубков, конечно, хоть и кубки, но здесь нам больше о деньгах. И когда мы выстраиваем свое материальное благополучие, но деньги как будто мы не тратим. Впереди перемены, говорит нам карта, потому что число 9 это всегда как пороговое значение. К нам осталось как будто и еще какой-то порог перешагнуть, и будут еще какие-то перемены. Может быть, они придут с обстоятельствами, и нам придется что-то корректировать. И значит, тогда финансы на последующий период для вас для чего-то будут нужны. А я вам скажу для чего. Вам нужно будет сохранять свою независимость. Независимость не имеется в виду, что это мы что-то доказываем, выпячиваем. Нет, это наша внутренняя целостность, когда мы действительно себя чувствуем независимыми. Не от чужого мнения, не от чужих карманов где-то, не от чужой помощи. Мы учимся рассчитывать сами на себя. И это здорово. И вот она сильная позиция. Давайте мы спросим, что нас будет радовать. Хотя нам уже сказали. Вы знаете, вы будете все время, ну, вот такое любопытство в хорошем смысле к жизни. Когда мы открыты миру, наверное, как маг. У него все 4 стихии в руках. И он, кстати, по магу, любовь к путешествиям может проиграться. Или изучение языков. Или вообще куда-то переезд далеко, или работа, связанная где-то на удалении, может быть, IT какая-то сфера, смена сферы деятельности для кого-то может проиграться конкретно, новый уровень профессионализма, вот тут у каждого по-своему, но что бы мы ни делали, все равно пентакли ведь, как будто и деньги будут тоже в рост, поэтому уж деньгами вы, мои дорогие, останетесь довольны. Может быть, вот эта независимость, она где-то будет подкреплена вот этой денежной энергией, и для вас это будет благо. Поэтому тут что-то, какой-то разворот очень важный. До конца года у вас определенно должен получиться.
Давайте мы спросим на колоде Таро Висконти Сфорца. Но какие же тогда у нас могут быть помехи до конца 2023 года? Или что нам может помешать во втором полугодии? Как видят карты. Что нам может помешать? Десятка кубков. Сложно помешать, мои дорогие. Ничего нам уже не мешает. Наша задача перейти вот из таких каких-то энергий, сделать эту трансформацию, просто чем-то вдохновившись. Может быть, для кого-то это будет просто, знаете, новость. Здесь единственное, что нам может помешать. Головокружение от радости, от успехов, мои дорогие. Девятка кубков у нас выпадает, карта мага. Что-то получится. Нам будет казаться, что ну все, какой-то период тяжелой жизни, он закончился, оно-то так и есть. Но мы не должны успокаиваться, ведь мы должны продолжать находиться где-то в энергиях мага. Если мы где-то раскиснем, расслабимся от радости, мои дорогие козероги. Ладно, давайте мы узнаем. А что же тогда, ну, какие-то, может быть, сложности у нас будут? Карта императора. Захочется власти. Захочется настоять на своем. Кто-то из вас делает карьеру, кто-то по этой карьере так вспорхнет очень высоко. У кого-то просто от удавшихся каких-то побед, или пусть даже это одно дело, в чем-то вы добьетесь определенного успеха. Вам это может, знаете, помешать в том плане, что ну, где-то мы можем пойти в разнос. Хочется стукнуть кулаком по столу и сказать: нет, я сказал, вот будет так. И как будто статус-то к этому располагает, понимаете? И ситуация, и ваше положение, оно тоже к этому располагает. Но у нас это выпадает прекрасные карты в позиции помешать. И значит, где-то нам придется свое эго, как и эмоции, на короткий поводок посадить. Мы себе свою какую-то победу не должны нарушить. Мы не должны жертвовать своим именем. Мы не должны в чем-то себя подвергать риску. Мы не должны также, наверное, знаете как, быть самоуверенными вот в этом плане. Хотя при том, при всем, что дела идут в гору. Ну, видимо, где-то маг, ведь он скромный. Он незаметный практически. Это как серый кардинал. Он из-за кулисья какого-то действует. Он себя не выставляет на авансцену. Он должен быть все время как в полутени. Вроде бы он есть, и вроде бы его нет. И только этот, видимо, вот такой статус ваш, он будет вам гарантировать как независимость, как неуязвимую позицию, так и умение предвидеть на несколько шагов вперед. Видимо, для вас это будет важно. Интересный у вас расклад, мои дорогие козероги. А вот давайте на колоде 78 дверей мы спросим, какие двери будут у вас или перед вами открыты на 2024 год. Подведем итог. Какие возможности перед вами откроются? Новые, может быть. С учетом всего того, что у нас выпало. И нам сказали, что продуктивный период. Пусть это будет кардинальный переход из какого-то прежнего состояния. Ну хорошо, что дальше? Итак, какие двери будут передо мной открыты в конце 2023 года? Будут те возможности, двойка мечей. У нас показана монахиня, которая открыла двери, а ключевое значение открытые или закрытые двери в этой колоде. И в отношении ключей. Так вот здесь не нужно ключ искать, и дверь как будто мы сами открываем. Но мы на пороге каких-то неожиданностей, сюрпризов. И кто знает, может быть, монахиня, которая нам здесь показана на карте, может быть, она всегда мечтала о ребенке, может быть, она мечтала стать прекрасной матерью, но жизнь так сложилась, что что-то пошло совсем по-другому. И здесь может быть наше какое-то желание, которое, ну, знаете, как с детства, с юности, какая-то мечта, но она к нам приходит немножко не тем путем, или какие-то возможности приходят не так, как мы бы этого хотели, или как мы это ожидали. С одной стороны, это радость, а с другой стороны, мы можем, ну, условно, в каком-то стопоре находиться. Принимать или нет? Что теперь делать дальше? Как будто моя жизнь меняется не то что на 180 градусов, а она как будто меняется и в стороны, и вверх, и во всех направлениях. Вот что-то такое вы с чем-то можете столкнуться на конец года. Но помните, для вас это открывает
новые возможности. Вы сами откроете дверь, словно каким-то новым. Вот сродни пусть ребенку вот этому, да, аллегорически, который находится в этой люльке на холоде и под дождем. Но есть какая-то в этом возможность, и это как будто вам сама Вселенная вот такой подарок может приготовить. Хотя на первый взгляд такой подарок может выглядеть как испытание. Давайте, что я смогу осуществить? Если мы от чего-то откажемся, ну, наверное, тут я бы сказала, с учетом этих двух карт, они, посмотрите, очень красноречивые. Мы же спросили, что я могу осуществить, а у нас человек как будто находится за стеклянной дверью. Он все видит, но выйти он не может. А почему? Потому что он делает ошибку. Ему нужно за эту дверь потянуть на себя, а он давит вперед. Вот это тот император. И тут как раз, с одной стороны, это может быть из-за усталости. Все-таки десятка жезлов у нас как раз говорит о том, что мы слишком много забот на себя как будто взяли. И какая-то перегрузка. Так и если мы от чего-то откажемся или неправильно что-то увидим, то мы себя как будто можем заблокировать. Хорошо, давайте мы спросим направление, пусть нам карты подскажут. Вам полный вперед, мои дорогие. Но вот все, что вам как будто Вселенная преподносит, нужно во всем проучаствовать. А дальше уже в процессе вы будете видеть, да или нет. Вы действительно можете оказаться как на развилке судьбы. И у каждого по-своему в своей сфере. Вам выпадает карта колесница. Это в этой колоде это карта удачи, успеха, популярности. Для тех, кто хочет быть медийным человеком, вы будете. Потому что тут нет ничего невозможного. Провожай все прошлое, нам говорят, и освобождай место для чего-то нового. Вот не случайно, может быть, ребенок как аллегория, что совершенно какая-то, как и новость или какая-то возможность, но она поначалу нам не кажется возможностью, а нужно принимать, и это для вас, знаете, новое качество жизни, новый интерес к жизни. Это, знаете, как переход, вообще трансформация от начала до конца. И вполне возможно, и если мы от чего-то откажемся, будет вот такая десятка жезлов. А если мы на что-то согласимся, по крайней мере, примем эту возможность, а дальше мы будем видеть в деталях, то тогда мы для себя словно врата откроем с ковровой дорожкой в будущее 2024 год. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы и любимы всегда.